Ну, я смотрю, картошка живая вроде, да? Да, живая. Живая. Минус 6 выдержала. Да, нормально. Вот это конский щавель не выдержал. Абрикоса вот, например, рядом с участком. Листья вымерзли. Это вот реакция фундука на мороз минус 10. А береза такие морозы переносит, в отличие от картошки и многих деревьев, вообще без проблем ей. Мороз что есть, что нету. Она не вымерзает, поэтому определять по ней время посадки картошки в нашей местности практически бесполезно. Начинаем и продолжаем серию коротких видео о факторах урожайности картофеля. В этом видео показываем, как мы определяем даты, когда сажать картофель. О рекордной урожайности картошки в наших технологиях выращивания мы показывали уже много раз. Для выбора сроков посадки картофеля у нас всего два основных показателя. Температура почвы на глубине посадки и долговременный прогноз погоды. Народные приметы мы сознательно не используем, потому что в буквально экстремальном и постоянно меняющемся климате ростовских, луганских степей в нашей местности народные приметы в большинстве сезонов попросту не работают. Итак, какая нужна температура почвы? В случаях обычной весенней посадки мы сажаем картофель, когда почва прогревается хотя бы до плюс 8 градусов Цельсия. Такой минимальной температуры достаточно большинству сортов картофеля для начала устойчивого активного роста и картофельных ростков и корней. Конечно, при более высоких температурах картофель прорастает активнее и всходит быстрее. И второй основной показатель – долговременный прогноз погоды. Тоже необходим, потому что одного только прогревания почвы до плюс 8 градусов Цельсия в нашем климате недостаточно, чтобы сажать картошку. Это было бы слишком рискованно. Например, вот в марте у нас дневная температура порядка плюс 25-27 градусов Цельсия. И очевидно, что температура почвы, конечно же, уже и в марте была достаточной для посадки картофеля. Жара. В кепочке уже. Но в случае марта мы даже без официального долговременного прогноза погоды знаем по опыту, то есть уже по нашему собственному прогнозу погоды, по встроенному, что в большинстве сезонов еще многократно будут морозы по ночам. Поэтому мы и не стали сажать картошку в марте. Ведь и простых однослойных укрывных материалов точно недостаточно для спасения всходов картошки, например, если ночью будет мороз порядка минус 10 градусов Цельсия. Холодина. На восходе холодина. Почти весь апрель у нас было еще теплее, чем в марте. Какое там число сегодня? 11. 11 апреля. Для понимания ситуации, вот 30 градусов, даже 30 с половиной. Это вот в тени дерева. Тень внизу, в тени держу термометр. 18 апреля. Это аномальная погода даже для нашего экстремального климата. Настоящая жара. Но посадили картофель мы только во второй половине месяца, 21 апреля. Несмотря на то, что почва прогрета к этому времени выше плюс 8 градусов уже больше месяца. Потому что долговременный прогноз показывал, что май ожидается гораздо холоднее апреля. Разумеется, если нет возможности укрывать картофель от заморозков хотя бы однослойными укрытиями, то лучше с посадкой ждать до периода, когда заморозков не бывает вовсе. У нас заморозков точно не бывает уже только ближе к середине июня. Но, конечно, мы сажаем картофель гораздо раньше. Потому что продолжительность гарантированного безморозного периода у нас меньше 3 месяцев. Несмотря на то, что это южные степи и климат летом до плюс 50 градусов и выше. Поэтому мы просто раскрываем. укрытиями продлеваем теплый сезон в 2-3 раза. Иначе в нашей зоне рискованного земледелия вообще не имело бы смысла заниматься даже теплолюбивыми культурами вроде картошки. Картошка уже явно всходит. Не все сорта одинаково хорошо пока что вылезли, но явно ряды уже видно. Май холоднее апреля продолжается. Так что без укрытий никак. Вот пока и все. Да, кстати, о погодных аномалиях. Вот это ночное фото полярного сияния мы сделали в 1:30 ночи 11 мая у нас во дворе. Случайно проснулись. Такие вот странные наши южные степи. Казалось бы, где южные степи и где обычно бывает полярное сияние? Обычно оно бывает выше линии полярного круга. Например, на 2000 километров севернее нас, в той же Мурманской области. Однако вот оно, на фоне звезд, прямо в северо-западной части неба наших жарко-холодных ростовских
русских луганских степей. Зато теперь мы точно знаем, что и полярное сияние не отменяет ночных заморозков, потому что к утру у нас во дворе морозило порядка минус 5 градусов Цельсия. Впрочем, это уже явное потепление, ведь совсем недавно, 5 мая, у нас был мороз минус 10 градусов Цельсия. Так что уже и не так страшно за начавшие дружно вылезать из земли всходы картофеля разных сортов. Потепление. Ура! Ну да, и минус 3 с вечера, и минус 10 утром. Ну а теперь уже точно все. Если видео и информация понравились, полезны, ставьте лайки, И подписывайтесь на наши каналы и на Ютубе, и на Дзене. чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями. Удачи и отличных урожаев! С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт земледелия? Пишите в комментариях, поделитесь опытом. Ведь наши фильмы смотрят люди из 140 стран, комментируют и читают. Если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом, упоминая регион, условия и особенности выращивания, это поможет всем легче ориентироваться, понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях, несмотря на климатические аномалии. Заранее спасибо. 4 часа утра. Солнца еще нету. Зато есть луна. Замороженная трава хрустит под ногами, как снег. Да, это жестко.